Всем привет! Сегодня мы с вами сплетем панно из нового узора, который вот недавно вышел на этой неделе. Нам потребуется, естественно, палочка, и у меня такая бордовая крученая веревка. Я плету на рейле, вам как удобно, и для начала нам потребуется 8 отрезков по 240 сантиметров. Посмотрите внимательно, я здесь немного другое крепление использую, нежели обычно. Обычно это у меня просто либо лицевое, либо изнаночное, а тут я решила, что мне хочется вот такой вот еще кругляшок сверху оставлять. Это прям такое панно, где круги повсюду. Все 8 отрезков я креплю таким образом, как показываю сейчас на видео. Я сначала делаю как бы лицевое крепление, но вывожу потом петлю и в бок делаю одну нить, и в другую сторону тоже в бок завожу, как бы, и у меня получается как будто бы 4 такие, видите, полосочки, но всего лишь из одного отрезка они выходят. Вообще с креплениями, мне кажется, нужно нам поработать, потому что только лицевые и изнаночные я вижу, но креплений так много, такое разнообразие, что будем изучать их все потихонечку. В общем, крепим все отрезки на нашу палочку и приступим к плетению кругов. Но если вы смотрели прошлый мой узор, я оставлю ссылку под видео и в подсказке, вот, то знаете, как он делается. Просто я решила немножко как бы такое минималистичное панно сделать, как я люблю, из этих кругляшков. Они у меня сходятся как бы к одному. Сначала их будет 4, 3, 2, 1. Вот таким вот образом. Можно наскос сделать, например, чтобы в один бок уходили они. Можно еще как-то придумать, разнообразить. Но вообще, я думаю, это будет даже полезно попробовать поплести, опять же, такой узор. А если нравится, то даже повешать как панно. Приступаем к плетению. Здесь будем плести репсовый узел. Делаем так, как я показываю. И тогда все получится. Средние нити наплетаем на боковые, которые положили друг на друга, и потом на боковые перейдем. И вниз нужно будет закрепить. Так проходим весь первый ряд.
Прошли первый ряд, теперь соединяем их. То есть берем 2 нити от одного кругляшка и 2 нити от другого и делаем соединение. На самом деле я вот плела и уже подумала о том, что нужно сделать такую сумку из кругляшков. Мне кажется, она будет выглядеть просто потрясающе. Ну, хоть и типа такие дырочки якобы, но все равно. Либо ремешок для сумки, либо вообще просто даже ремень такой сделать уже вообще класс. Хороший узор, мне очень нравится. Так, и на третьем ряду у нас, получается, будет только 2 кругляшка. Надеюсь, что здесь уже ничего особо объяснять не нужно. Ну, то есть вы уже поняли всю технику этого плетения. Вот, 2 и останется один только еще у нас. Как я шутила у себя в историях Инстаграма, это не просто кругляшки, это нули к нашим будущим зарплатам. Плетем и визуализируем.
После того, когда делали такую пирамидку вниз из кругляшков, ну, нужно подрезать на том уровне, на котором вы хотите, либо по диагоналям, и сделать петельку. Любой отрезок 50 сантиметров будет достаточно. Я просто делаю обычный узелок и оставляю бахрому по бокам, потому что мне так нравится. Вот. Вы можете сделать как угодно, и на самом деле наше панно уже готово. Надеюсь, что вам все понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне будет очень интересно узнать у вас мнение. Также подписывайтесь в Инстаграме и нажимайте на колокольчик, тогда будете получать уведомления о новых видео. Пока-пока.